Всем привет, друзья! Вы на канале Золотые ручки. И это мое сегодняшнее первое видео, на котором мы будем апгрейдить данный ноутбук. В общем-то, у нас есть такой Acer. Он в прекрасном состоянии. Посмотрите только. Достаточно старая рабочая лошадочка. Вот. В прекрасном состоянии. Модель у нас Acer Swift SF314-54 Series. Здесь стоит оперативная память 4 гигабайта. Насколько я прочитал, она распаяна на материнской плате. И в 2025 году это очень-очень мало. Но ноутбук в очень хорошем состоянии. Он рабочий. И им пользуются и продолжают пользоваться. Я в ноутбуках не разбираюсь особо-таки вообще в компьютерной технике, но я почитал в интернете и нашел информацию, что этот ноутбук можно апгрейднуть до 12 гигабайт. То есть его процессор, сейчас мы посмотрим, включим его технические характеристики, посмотрим, что здесь 4 гигабайта оперативной памяти, посмотрим, что здесь у нас. Так, сейчас как-нибудь так сделаем, чтобы было все видно. Зайдем в BIOS, посмотрим. В BIOS заходим, включаем ноутбук и нажимаем F2. Нажимаем F2 и мы залетаем в BIOS. Здесь мы видим, что у нас процессор Intel Pentium CPU 4417U 2,3 ГГц. Значит, что мы еще видим? Здесь стоит, я так понимаю, ну, наверное, какой-то жесткий диск, HDD, в общем, какой-то, не знаю, что это какой-то, Kingston. Сейчас посмотрим, насколько. И вот, оперативная память, мы здесь видим, да, что у нас 4 гигабайта. Вот, как здесь написано, что здесь это она распаяна на материнской плате. И вроде бы как в этом ноутбуке есть место для того, чтобы установить дополнительную плашку. Мы сейчас с вами будем разбирать этот ноутбук и смотреть, есть ли место под оперативную память. Если есть, мы ее поменяем. Итак, что нам понадобится для того, чтобы поменять оперативную память? Набор отверточек. У меня вот такой вот. Будем, в общем, подбирать, смотреть, подойдет или не подойдет. На всякий случай мы взяли карточку для того, чтобы вскрыть нижнюю крышечку, потому что бывают там защелки. Вот. Я еще очень часто для этого, ну вообще, когда я разбираю какие-либо вещи, что бы это ни было, я использую там, ручку, карандаш и листочек. Расскажу чуть попозже, для чего это. Вот. Ну и, собственно, сама оперативная память. Вот, я ее уже тут немного вскрыл, вот для того, чтобы на видео было удобнее, быстрее потом ее открыть. Это у нас оперативная память, не знаю, как называется. В общем, 8 гигабайт DDR4 2400 ГГц. Почитав в интернете, подсказали на разных форумах, что вот такая память подойдет. Будем тестировать. Я купил оперативную память заранее, ноутбук еще не разбирали. И мы не знаем, есть ли там слот под оперативную память или нет. Поэтому сейчас все будем делать вместе. Разбирать и, соответственно, смотреть. Если слот есть, нам очень сильно крупно повезло. Мы его поменяем, и у нас станет 12 гигабайт оперативной памяти. Итак, начинаем разбор. Собственно, здесь в дело как раз таки и приходит листочек и карандаш. Что обычно я делаю? Мы видим, да, что на задней крышке ноутбука большое количество винтов. Часто эти винты бывают разной длины, каких-то разных размеров и так далее. Вот, поэтому я предпочитаю делать зарисовочку. То есть, условно, я рисую, да, наш ноутбук. Вот он у нас вот такой вот. Тут у нас вот эта вот впадина для общего понимания. Соответственно, мы видим, что у нас болт здесь, болт здесь, болт здесь, да. Посередине болт и здесь также 3 болта. Собственно, для чего это? Вот еще здесь 2. Чуть не пропустили. Собственно, вот у нас получается такая вот картинка, да? Для чего это нужно? Для того, чтобы я при выкручивании болтов, я каждый болт буду класть на его место. Чтобы потом просто при сборке я буду брать тот же самый болт и
вкручивать его на то же самое место. Естественно, болт там был, он должен туда залететь идеально, и чтобы не запутаться, потому что я не знаю, что здесь за болты, какой они длины и так далее, и так далее. Так, отставляем и идем дальше. Итак, самое, что ни на есть интересное, это подбор головки. Итак, судя по размеру, у нас должна, ну, возможно, будем сейчас смотреть, возможно, подойдет S2T5. S2T5. Пробуем S2T5. Это звездочки у нас. Ну, подходит, ну, очень люфтит. Очень сильно люфтит. Вероятно всего большая. Точнее, маленькая головка. Следующая S2. Берем S2T6H. S2T6H. И хорошо подошла, но чуть-чуть люфтит. Самую малость. Ну, тогда попробуем следующий размер. Это S2T8H. Ну, выглядит внушительно. Что-то не уверен, что оно войдет. Да, оно не входит. Ну, следовательно, значит, мы будем использовать головку S2T6H. S2T6H. Ну что, погнали. Начинаем выкручивать. Ну, болты так затянуты. Вот, собственно, я кладу. Вот, собственно, я кладу этот шуруп на место на своем листочке. Ну, это примерно, то есть, ну да, понятно, да, как это все это выглядит вот таким вот образом. Все. Я при сборке не буду запутываться, что у нас и как. Не знаю, действует ли тут закон при разборе крест-накрест или еще что-то. Ну, при сборке будем учитывать этот фактор. Будем закручивать. А, вот, посмотрите, да. Вот, как раз таки о чем я и говорил. Здесь у нас идут разный размер болтов. Это как раз таки, чтобы нам при потом сборке было не перепутать их, намного было проще быстрее собрать. Да, вот, видимо, вот здесь, на передней части, так как она тоньше, там используются короче болты. Так. Вот здесь снова длинный. Да, на передней части используются, получается, болты короче. И финальный болт. Шурупчик. Отлично. Так, теперь нам нужно эту крышку как-то вскрыть, да? Болтов здесь каких-то скрытых больше нет. Ну, значит, эта крышка еще дальше на защелках. О, вот, да, подделим. В таких случаях можно использовать любую пластиковую карточку и так далее. Кстати, карточка Батуми карт, автобусная карточка на проезд в автобусе. 3 лари стоило, ни разу не пользовался их по итогу, когда был в Батуми. Так, здесь мы уже немножко, получается, всковырнули. И начинаем вот таким вот способом. Сейчас я покажу немножко, чтобы было понятно. Можно проходить вот так вот аккуратно. И, соответственно, вот, она уже даже вскрывается. Мы такой пластиковой картой мы не попортим наш пластик, соответственно. И спокойно вот так по кругу пойдем вскрывать его. В целом выглядит все безопасно, не травмирующе для ноутбука.
карточка отлично справляется со своим функционалом. Да, все аккуратно закрывается. Все. Скрыли. Скрываем карты, как говорится. Так. Собственно, задняя крышка. Сеточка. Все выглядит достаточно чисто, хорошо. Не пыльно. Подставляем. Так, что мы видим внутри? Батарея, естественно, да? Кулер. Посмотрите, кулер достаточно чистый. Абсолютно. Пыли как бы и нет. Ну, ноутбуком пользуются достаточно аккуратно и еще пользуются на подставке. Я вам еще сделал отдельное видео на подставку. У меня есть модифицированная подставка, охлаждающая под ноутбук. И сделаю видео про нее. Кулер чистый мы видим. В целом нет необходимости его чистить. Термопасту мы менять пока я даже и не знаю, и не собирался. Цель была поменять оперативную память. Здесь, я так понимаю, что есть место под SSD, точнее, да. Под SSD можно поставить, ну, кронштейнов нет, наверное, какие-то здесь можно докупить дополнительные шинки, куда-то он прикрепляется. Это, конечно, можно еще дополнительно изучить, посмотреть, подставить, купить и еще апгрейд. Как я изучил, да, почитал, чтобы какие-либо делать манипуляции в ноутбуке, первым делом нам необходимо отключить батарею, питание, соответственно. Ну, питание, собственно, подходит здесь у нас сюда. Мы просто выдернем батарею аккуратно. Все. Ноутбук у нас обесточен, и теперь мы можем более-менее спокойно, да, здесь что-то трогать, менять, перепаивать, если есть желание и так далее. Окей. Судя по всему, на картинке было показано, что в неком боксе вот здесь, возможно, есть место под оперативу. Здесь, как я уже говорил, да, 4 гигабайта оперативной памяти, но она распаяна где-то на материнской плате. Вообще абсолютно без понятия, где это, как это. Окей, и как бы, возможно, можно как-то перепаять, ну, не знаю. В общем, если этот бокс у нас есть, значит, есть шанс, очень большой, 99%, что там находится у нас место под оперативную память. Итак, нам нужно его вскрыть как-то. Судя по тому, как он крепится, здесь просто нужно его как будто бы О! Да, действительно. Он просто вдевается в такие пазы, вот здесь тут находится крепление, и он просто туда так прям чик, защелкивается, и все. Я его чуть-чуть поддел аккуратно пальцем, и он, этот бокс, вскрылся. Ничего особенного. Действительно, у нас есть место под оперативную память. Отлично. Это не может быть не радовать. Как только это все у нас то есть работает. Ну хорошо, все, супер. Настало дело за малым. Взять нашу оперативу и, соответственно, вставить ее туда аккуратно. Так, напоминаем. Я не знаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, как она называется, эта фирма. Крукиал. Крисел. Ну, ладно, собственно. Не будем позориться. Мы не знаем, как она действительно по-настоящему называется. Так, окей, достаем. Ничего лишнего не трогаем. Заплату не трогаем ее. Так. Вот так она выглядит, собственно. Ну, я полагаю, что здесь, наверное, так как здесь есть некая щель, соответственно, мы можем ее как-то примерить. И она, судя по всему, подходит вот так. Так мы... Да, так однозначно не подходит, поэтому, если вы ничего не смыслите в ноутбуках и тому подобное, собственно, как я, перепутать будет тут Точнее, перепутать будет невозможно в целом. Итак, вставляем. А я не знаю, тут один вход, два входа. Куда ее вставлять? Сюда? Или пониже? Ну нет, вот оно так как-то вставляется только сюда, так, как-то так. Так. Не знаю.
вот. Под углом 45 градусов примерно к ноутбуку. Она полностью вставилась. И теперь нужно сделать нажатие, легкое нажатие для того, чтобы она зафиксировалась в защелке. Оп. Все. Все у нас стоит. Все красиво. Только посмотрите на это чудо. Итак, супер. Мы установили оперативку. И далее теперь будем устанавливать бокс обратно. Я не знаю, что это такое, но, наверное, тут какая-то черная наклеечка. Не знаю для чего это. Ну, защита какая-то, наверное. Возможно, нужна для чего-то. Ну, раз она здесь стояла, значит, мы обратно ее поставим. Аккуратно сейчас мы в пазы это дело попадем. Ну, все просто. Вот, да. Нет. Ну, вроде все стоит. Ну, собственно, по факту на этом все. Ничего сложного. Любой человек, у которого руки растут из нужного места, сможет это сделать. Без проблем. Итак, возвращаем все, как говорится, взад. Подключаем батарею и будем проверять. Так, подключаем батарею. Все. У меня какое следующее предложение? Мы сейчас поставим заднюю крышку и не закручивая, мы запустим ноутбук, зайдем в BIOS, посмотрим, что у нас с оперативной памятью. И крышку на всякий случай поставили. Зайдем сейчас в BIOS и посмотрим, что у нас с оперативной памятью. Так, оперативу мы поставили, батарею мы включили, и в целом ничего такого сложного не было. Так, начинаем. Запускаем компьютер и F2 нажимаем сразу же. Несколько раз F2 нажимаем для того, чтобы нам зайти в BIOS. Я так говорю, как прям профессионал. Хотя далеко не так. Так, а что? Ничего не включается у нас. Любопытно. Вот, все, включилось. Все, посмотрите. Ох, как же это красиво выглядит. Это же восхитительно. 12 288 мегабайт. Все, 12 гигов оперативы у нас есть. Ну не чудо ли это? Все, осталось теперь нам защелкнуть нижнюю крышку, вернуть все болты, шурупы на место и, соответственно, пользоваться и наслаждаться. Продолжаем сборку. Так, все здесь проверили мы. Крышка даже уже немножко в некоторых пазах зафиксировалась. Так, ну стоит она у нас все ровно. Легкими движениями руки все возвращаем по местам. Все защелкнуло, все стоит идеально. Все. И теперь возвращаем все шурупчики на свои места. Предлагаю делать это как раз таки крест-накрест. И мне не нужно теперь думать, где какие шурупы у меня есть, ведь у меня есть рисунок, как вы помните, который мне помогает. Поэтому я просто беру нужный мне шуруп и закручиваю вот туда, где он был. Я не думаю, что какая-то есть проблема в этом, что мы там местами их как-то поменяем. Сильно не перекручиваем, с небольшим просто усилием, нажатием, небольшим усилием подтягиваем шурупы и все. Вот, поэтому не думаю, что есть какая-то большая проблема, если мы там местами их как-то поменяем. Ну, понятно, длинные их короткими мы не сможем поменять местами. Вот, но все-таки приятно, когда шуруп уже сидел там, где он сидел, и мы его обратно возвращаем домой.
Как оказалось, замена оперативной памяти не так уж и сложно. В следующий раз мы, наверное, сделаем замену термопасты и будем пробовать менять. Я не знаю, кулер здесь абсолютно чистый, чистить его не надо. Вроде как он особо не греется, ноутбук, таких не было моментов. Поэтому посмотрим, собственно. Вот и все. Все шурупы у нас на местах. Все четко. Можем пользоваться ноутбуком. Вот так, потратив совсем немного времени, если не болтать, то еще меньше, мы апгрейднули наш 4-гигабайтовый Acer до 12 гигабайт. Возможно, можно было и больше поставить оперативу, но, как я прочитал, что такой процессор может хорошо, обрабатывать, держать, в общем, 12 гигабайт, максимум 12 гигабайт оперативной памяти. Вот. Где-то я слышал и читал, что вроде как бы можно и до 20 разогнать, то есть 16 было поставить плашку, но вроде как именно данная модель не сможет, я не знаю, в общем, нормально, корректно с ней работать. Вот. Нюансов я этих не знаю, но последовал рекомендациям из интернета. Поэтому, если у вас есть какие-то комментарии, если вы точно знаете, и можно апгрейдить, допустим, до 20 гигабайт оперативной памяти, пишите. Я буду рад. Может быть, да, действительно получится, и поменяем плашку снова. Вот. Возможно, когда будем как раз таки менять термопасту, да, чистить кулер, соответственно, поменяем сразу еще и оперативу. Поэтому буду рад вашим комментариям. Пишите, что-то спрашивайте, я всегда отвечу, что-то подскажу, посоветую. Поэтому всегда на связи. Жду вас в комментариях. И спасибо за просмотр. С вами был Макс, Золотые ручки.